Доброе утро. Меня зовут Сима Касьянова, и я являюсь руководителем учебного центра. Ну что, начинаем нашу еженедельную встречу с ролика про Сашу Черного. А почему ты не спрашиваешь, как я ищу? Сколько раз я пробовал попасть в Додо? В компанию я, наверное, пытался попасть с 2015 года. Я услышал, что можно есть пиццу бесплатно. И с тех пор я стал с 2015 года тайным покупателем. И каждый раз, когда мне присылали, что какой-то тайный покупатель отвалился, я с удовольствием говорил, ну, конечно же, откажусь от обеда. В итоге я просто обедал в пиццерии, а вечером с друзьями или еще что-то я всегда звал всех и говорил, пойдем, поедим в Додо. Тайного покупателя все знают. Пиццемейкеры начинали сразу протирать столы, здороваться. Они иногда даже, когда я уже подходил, они говорили, добрый день, Александр. Однажды я помню то, что я съел 2 кусочка пиццы и забыл, что сфотографировал. Не сфотографировал, а в фотошопе подставил тени, да, аккуратно все выставил, и никто ничего не заметил. Когда я пришел в компанию, ожидал очередных шуток про черных, но пока никто не придумал никакую смешную шутку про черных. Когда я служил в армии, то командир роты называл меня не черный, а черненький. Я просыпался от того, что кто-то внизу марширует или идут на завтрак. Я медленно шел, умывался на пустом этаже, спускался, мимо всех проходил, ел. Посмотрит, что я болтаюсь, ничего не делаю. Ну, я как бы опять ложился спать. Просыпался, читал книжку, потом слышал, что опять маршируют на обед. Я шел вместе со всеми на обед, возвращался, спал, читал книжку. И потом, ну вот так вот у меня продолжалось 3 месяца. Люблю бегать по плохой погоде в грязи и в снегу. Ну, я могу выйти за раз пробежать 12-15 километров, а потом опять не бегать, а потом опять бегать. Рассказать всем, что я по утрам пью шампанское, иду на Даниловский рынок, ем там, возвращаюсь и обратно пью шампанское. Так, ну и у нас пополнение в наших рядах. У нас новый разработчик Букин Роман. Давайте поприветствуем Романа. Тема моей презентации «Учить, лечить, мочить». Это цитата из книги Максима Батырева «45 татуировок менеджеров». И для нас это не просто фраза, это наш девиз о том, как нужно давать обратную связь. И сегодня я хочу с вами поделиться, как мы улучшили систему обратной связи в наших пиццериях. Правильная обратная связь – это мощнейший способ развития людей. И для этого мы используем КЛН или контрольные листы наблюдений. Контрольный лист – это список ключевых стандартов, где описано, на что нужно обращать внимание в работе того или иного сотрудника. Менеджер в течение смены оценивает сотрудника, в конце выставляет ему оценку и дает обратную связь. Тем самым контрольные листы мотивируют наших сотрудников соблюдать наши стандарты и делать пиццерии более эффективными. Давайте для начала я расскажу, как вообще появились контрольные листы в нашей компании. Вначале сотрудников у нас оценивали по карточной системе. Были желтые и красные карточки. Желтые карточки сотрудники получали за какое-то нарушение стандарта, и они влияли на их зарплату. За грубое нарушение ставилась сразу красная карточка, после чего мы прощались с сотрудником. Эти правила действовали у нас на самом старте компании, но мы быстро поняли, что таким способом мы никогда не воспитаем сильную команду, и мы отказались от этой системы. Сейчас объясню, почему. Во-первых, это менеджерам морально очень тяжело было оценивать сотрудников, потому что эта оценка влияла на их зарплату. Сами же сотрудники, чтобы не получать эти карточки, всячески начали скрывать свои ошибки. Ну и из-за всего этого создавалась очень напряженная атмосфера в коллективе. После карточек у нас появились уже 100-бальные контрольные листы, и самые первые листы были настолько большими, объемными и подробными, что менеджерам просто не хватало времени ежесменно проверять по ним всех сотрудников на смене. На сегодняшний день у нас есть контрольные листы управляющего, менеджера, контрольный лист кухни, кассы и курьеров.
И если говорить про контрольные листы управляющего менеджера, то тут особо проблем с ними не было. А вот с контрольными листами линейных сотрудников были определенные проблемы. Они были слишком сложные и не универсальные. И поэтому пиццерии неправильно использовали этот инструмент, и вместо мотивации сотрудников мы получали демотивацию. Часть пиццерий из-за этого изобретали свои локальные инструменты. Часть вообще не использовали этот инструмент, что нам не позволяло системно улучшать соблюдение стандартов. Чтобы контрольные листы заработали, нам пришлось полностью пересмотреть этот формат оценивания. Мы собрали обратную связь от управляющих и менеджеров по тем КЛНам, которые у нас есть в базе знаний, проанализировали все локальные инструменты и выявили список проблем. Мы поняли, что у нас очень много видов контрольных листов для линейных сотрудников. Горячий, холодный цех, универсалы, доставка, курьеры, ресторан. Также мы поняли, что сами контрольные листы имеют очень много пунктов для проверки. Менеджеру, чтобы выставить оценку, нужно было высчитать ее по специальной формуле. Это было сложно сделать, потому что каждый пункт имел разную весовую категорию. И пиццерии, где был большой штат сотрудников, менеджеры просто не успевали это делать и ставили оценку примерную. После этого мы разработали новые универсальные контрольные листы, которые управляющие протестили и признали действительно эффективным инструментом для своих пиццерий. Итак, что же мы улучшили? Мы сократили количество контрольных листов с 6 до 2. Теперь у нас есть контрольный лист сотрудника кухни-кассы и контрольный лист курьера. Тем самым инструмент стал универсальным и теперь подходит для всех форматов пиццерии. Также мы сократили количество пунктов в самих пиццериях. Схожие по смыслу пункты мы объединили в блоки. И у сотрудников кухни и кассы теперь контрольный лист состоит из 5 блоков. Это сервис, чистота, качество, цели от менеджера и дисциплина. Соответственно, эти сотрудники максимально за смену могут получить 5 баллов. А у курьеров контрольный лист состоит из 4 блоков: поручения от менеджера, дисциплина, стандарты и комплектация заказов. За смену они могут получить 4 балла. Еще мы ушли от бумажек. Раньше, чтобы оценить сотрудника, мы должны были распечатать эти контрольные листы. Теперь ничего распечатывать не нужно. Менеджеры могут сразу комментарии вносить в сводную таблицу. Следующее, что мы сделали, мы упростили систему оценивания. Мы убрали эту формулу, и теперь все пункты у нас имеют одинаковую весовую категорию. Оценка работы сотрудника стала более объективной, что лучше мотивирует сотрудников соблюдать стандарты и мотивирует их на дальнейшее профессиональное развитие. При выставлении оценки мы всегда пользуемся принципом «учить, лечить, мочить». Что это значит? Учить. То есть вначале мы всех сотрудников обучаем всем рабочим процессам. Далее идет у нас этап «лечить». То есть ошибку, которую сотрудник допустил впервые, нужно простить. Все совершают ошибки. На этом этапе нам главное понять, по какой причине не выполняется задача, и еще раз напомнить важность соблюдения стандартов. Ну и предупредить, что если эта ошибка будет повторяться, то мы уже будем вынуждены за это снизить ему балл в контрольном листе. Этап «мочить» не значит увольнять сотрудника или объявить ему строгий выговор. Мочить значит просто привести в действие то наказание, которое мы озвучивали на этапе «лечить». То есть просто если ошибка повторяется, мы снижаем ему балл в контрольном листе. Итак, давайте подведем итоги. Пиццерии, для которых прошлый формат оценивания был сложным, уже могут начать использовать новые простые контрольные листы и системно улучшать качество продукта, сервиса и чистоты в своих пиццериях. А наша следующая цель по этому проекту — до марта перевести на новые контрольные листы
половину пиццерии. В дальнейшем мы планируем сделать этот инструмент обязательным для всех пиццерий. На этом у меня все. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. И слово передаю Москве.